Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о сыре Пармиджано Реджано, известный как пармезан или король сыров. Он представляет собой твердый зернистый сыр, родиной которого является Италия. Этот тип твердого сыра обычно натирают на терке и добавляют к блюдам из пасты и салатам. Его также добавляют в супы и ризотто. Однако есть много людей, которые предпочитают есть его в чистом виде. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете рецепт приготовления простого блюда с добавлением пармезана. Благодаря своему уникальному вкусу, неудивительно, что это один из самых популярных видов твердого сыра в мире. Головка сыра пармезан может стоить более $1000, средний вес которой составляет 40 килограммов. Выходит, что он стоит $25 или 1750 рублей за килограмм. Кому-то может показаться, что это не так уж и дорого, но это более чем в 2 раза дороже обычного чеддера. На изготовление головки сыра пармезан уходит не менее 1 года и 600 литров молока. Настоящий сыр пармезан производится только в нескольких небольших районах северных итальянских городов Парма, Реджо-Эмилия, Модена, Мантуя и Болонья. На самом деле его итальянское название Пармиджано Реджано означает «из городов Парма» и Реджо-Эмилия. Производство сыра пармезан – это большой бизнес для Италии. В среднем ежегодно производится 3,6 миллиона головок сыра. Эта отрасль в стране стоит потрясающих 2,2 миллиарда евро, что делает этот сыр одним из крупнейших экспортных товаров Италии. Так как же делают этот замечательный сыр и почему он такой особенный? Об этом можно узнать на сыродельном заводе в городе Парма, Италия. Из истории известно, что первыми производителями сыра пармезан были монахи. Началось это более 1000 лет назад. Сыр пармезан, как тогда, так и сейчас, производился всего из 3 ингредиентов – отборного коровьего молока, соли и закваски. Во всем мире существует только 329 молочных заводов, которые сертифицированы для производства сыра пармезан. Все они расположены в том же районе, где его с давних времен делали монахи. Из-за своей популярности за многие годы появилось множество его копий, но на самом деле точно такой же продукт сделать за пределами этой исторической области невозможно. Возникает вопрос, почему? Оказывается, все дело в 3 полезных бактериях, которые растут исключительно только на этой конкретной территории. Его изготовление каждый год происходит с начала апреля до середины ноября, в так называемый период зеленых пастбищ. Прежде всего, для производителя сыра незаменимым ингредиентом является молоко. Это молоко дают коровы, выращенные на лучших травяных лугах. Все лето они питаются свежей травой, в основном люцерной, а зимой – сеном. Кроме того, в рацион добавляются различные злаки, чтобы обеспечить больше питательных веществ. При таком питании коровы с большой охотой выдают десятки литров молока каждый день. Собранное молоко отправляется на фабрику. Здесь молоко перекачивают прямо в чаны и оставляют на ночь. Для производства сыра берут сырье от 2 удоев – утреннего и вечернего. Вечернее молоко, оставленное в чанах, самопроизвольно створаживается. На следующее утро молоко нового удоя обезжиривают и смешивают с уже прокисшим. Смесь отправляют в медные котлы, вмещающие 1000 литров молока, что достаточно для получения 2 головок сыра примерно по 50 килограмм. Получается, что для приготовления 1 килограмма пармезана необходимо примерно 10 литров молока. Пармезан – твердый сыр, поэтому молоко нужно сгущать. Идеальная температура для этого 33 градуса. Чтобы молоко загустело, производитель сыра использует сычужный фермент. Этот фермент получают из желудков телят. Его вливают внутрь и оставляют на какое-то время, чтобы он сотворил свое волшебство. Этот фермент придает молоку текстуру, похожую на йогурт. Образовавшийся творожный сгусток разрезают на большие куски, а затем резкими движениями разбивают массу на мелкие частицы размером с рисовое зерно. Для этого рабочие устанавливают на место огромный венчик с деревянной ручкой, называемый спино, чтобы разбить творог.
Далее чан нагревают до 55 градусов. После образования правильных дегидратированных гранул процесс перемешивания и нагрева останавливают, и тяжелые частицы белка опускаются на дно, оставляя жидкую сыворотку на поверхности. С помощью деревянной лопаты осевший творог переносят на конопляную ткань, которую затем еще раз помещают в сыворотку. Затем творог поднимают в муслиновую ткань, которая сжимается. Далее сыровары обвязывают ее вокруг стального стержня, а потом разрезают на две части с помощью огромного лезвия. Разрезанные на две части сгустки поднимаются и переносятся в тефлоновые формы для сыра. Затем их заворачивают в марлю и прессуют с помощью автоматического или механического пресса для сыра. Этот процесс удаляет избыток сыворотки, содержащейся в твороге. В формах сыр периодически переворачивают для удаления излишек сыворотки. В конце первого дня ткань убирают и помещают сыр в пресс-форму для маркировки. Две головы сыра, полученные из одного чана, итальянские сыровары называют близнецами. Несколько дней спустя пластиковые ленты используются для нанесения интригующей маркировки, похожей на код, которую можно видеть на кожуре головки пармезана различимой, даже если в супермаркете куплен всего лишь небольшой ломтик. Эти символы содержат большое количество информации, в том числе точное время и место производства сыра, регистрацию сыроварни и официальную печать местного консорциума. Сыр покрывается этим трафаретом для гравировки логотипа Parmigiano Reggiano. Эти точки являются знаком происхождения, используемым для того, чтобы сообщить покупателям о том, что это настоящая продукция сделана на той же территории, где в средние века жили монахи. Каждой головке также присваивается идентификатор. Эта табличка, сделанная из молочного белка, содержит информацию о том, где и когда был произведен этот продукт. В мире, где много подделок, это важнейший элемент отслеживаемости. На четвертый день головы сыра помещают в большие чаны, заполненные соленой водой. Из нее масса поглотит необходимое количество соли для получения правильного вкуса. Головки сыра, погруженные в рассол, остаются в нем в течение примерно 19 дней. В течение этого процесса формируется сырная корка, которая действует как барьер для рассола, и после этого начинается процесс созревания. Сыр созревает в формах в специальных комнатах на больших деревянных стеллажах, где его каждые 10 дней протирают и переворачивают. После проверки качества специалистами, подходящие головы сыра переносят в хранилище как минимум на год для финального дозревания. Зрелость сыра определяют по звуку, издаваемому при ударе по нему серебряным молотком. Средняя выдержка сыров составляет 2 года, но некоторые головки выдерживаются до 10 лет для получения более сильного орехового вкуса. Более длительный период созревания повышает цену продукта. Например, после года созревания итальянский сыр называется «веккио», после 18 месяцев – «стравеккио». Сыр «веккио» – это очень старый пармезан, который созревает 3 года. Он будет продан на рынке в среднем за 13 евро. Такая высокая цена означает, что сейчас существует черный рынок поддельных продуктов из пармезана. Обычно покупатели уверены, что в супермаркете они покупают на 100% настоящий пармезан. Но так бывает не всегда. Знатоки знают, что свеженатертый пармезан имеет свойство довольно сильно слипаться. Чтобы избежать этого, многие производители добавляют к сыру целлюлозу. Предполагается, что тертым сыром пармезан можно легко посыпать любую еду. Так что же представляет собой эта целлюлоза?
И хотя по сути целлюлоза – это безвредная добавка из древесной массы, и небольшое ее количество допускается в качестве дешевого наполнителя, интересно узнать, сколько ее добавляют производители. Так, в США, согласно правилу Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов, целлюлозы в сыре пармезан должно быть не более 2%. Когда исследователи закупили некоторое количество сыров в торговой сети и проверили их в лаборатории на наличие целлюлозы, результаты оказались ошеломляющими. В 69% образцах сыра обнаружилось превышение нормы содержания целлюлозы. Например, образец из Pizza Hut имел 4,9% целлюлозы, образец из Domino's содержал 5,4% добавки. Это более чем в 2 раза выше нормы. Но самым худшим образцом оказалась упаковка тертого сыра от компании Колонна, которая продавала сыр по всей стране. Здесь добавка целлюлозы составила колоссальное количество – 21,6%. Специалисты по продуктам питания говорят, что недобросовестные компании хорошо зарабатывают на этом. Из этого следует вывод: если вы хотите убедиться, что ваш пармезан на 100% состоит из сыра, натрите его сами. В Италии годами боролись с подделками продуктов, но на самом деле проблема настолько велика, что подделки стали отдельной индустрией, которая оценивается в 100 миллиардов евро. При этом Parmigiano Reggiano является одним из крупнейших брендов, борющихся с мошенниками. При этом сам сыр защищен в Европейском Союзе по схеме защищенного обозначения – DOP. Пармезан продолжает получать признание, которого он заслуживает в остальном мире. Так как же узнать настоящий сыр пармезан? Помните ли вы этот трафарет из DOP? Это явный признак того, что сыр настоящий. Если его не видно, то на упаковке должен быть официальный логотип пармезана. А теперь обещанный рецепт картофельных стеков с пармезаном. Для начала нужно смазать маслом 12 формочек для кексов и отложить их в сторону. Затем очистить 8-10 средних картофелин, примерно 1,4 кг. Нарезать их тонкими ломтиками толщиной примерно 1,6 мм. Сложить их в емкость и залить 3 столовыми ложками 45 грамм растопленного сливочного масла. Сверху посыпать 2 столовыми ложками 25 грамм сыра пармезан. Добавить 1 чайную ложку 3 грамма чесночного порошка, щепотку соли и 1 чайную ложку листьев тимьяна. В конце немного свежемолотого черного перца. Все это следует тщательно перемешать, чтобы картофель был покрыт равномерно. Стейки аккуратно сложить в формочки для кексов. Добавить еще немного молотого черного перца. Выпекать в предварительно разогретой до 190 градусов по Цельсию духовке от 55 минут до 1 часа, пока края и верх не станут золотисто-коричневыми, а центры не станут мягкими. Вынуть из духовки и дать им отдохнуть 5 минут. Стейки украсить сыром пармезан и тимьяном. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!